А все-таки есть, друзья, среди агрономов добрые люди, которые любят птичек. Еду в начале марта в сторону деревни и смотрю, тысячи птиц, не сотни, именно тысячи мелких птиц держатся вдоль дороги, где оттаял снег. Но это и не мудрено, они тут собирают семена спорыша или горец птичий. Я вот рассказывал про это растение, оно растет там, где постоянно вытаптывают. Ну и камешки еще, конечно, вьюрковые собирают вдоль дорог. А какая-то часть слетает на поле. И так вроде бы сразу-то и непонятно. А потом я только вспомнил, что здесь летом засеяли подсолнечник. Засеяли подсолнечник и почему-то его не убрали. Вообще. То есть не то, чтобы какую-то часть убрали, а в принципе оставили. И вот, и не очень я понимаю, для чего это делать. Я знаю, что бобовые сажают для того, чтобы обогатить почву азотом. И потом засеивают какую-то культуру, другую. А вот зачем подсолнечник засеяли целое поле и оставили его под зиму, вот это для меня загадка. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Так вот, понятно, что большую часть семечек съели еще пока подсолнечник стоял вертикально вверх на осеннем пролете. А потом были снега, ветра, и часть растений повалила и завалила снегом. Вот. А к весне, ну какая весна? Вот сами видите, какая весна. Март — это, считай, бонусный месяц зимы. Причем какой бонусный? Непростой. Его птицам также трудно продержаться в этот месяц, как и во все остальные, а может быть и больше, потому что за время предыдущих месяцев сильно пошатнулся, наверное, и иммунитет, и жировые запасы, хотя они у птиц очень быстро тратятся. Ну да ладно. Суть в том, что в этот месяц, в марте, тоже очень ему нужна и подкормка, и все остальное. И вот получается, что оттаяли подсолнечники под снегом. И посмотрите, сколько тут еще семечек осталось. Может быть, конечно, не все они сохранились. Ну-ка, не все они. Такие они, наверное, недозрелые, но семечки есть, да, вон. Много, наверное, испорченных. Но, судя по количеству семеноядных, зерноядных птиц, все-таки семечек довольно много. Так, наверное, ветер сильный. Я сейчас пойду и продолжу в машине уже свою мысль. Так вот, в результате того, что вот подсолнечник здесь оставили на поле, в результате птицы семеноядные, зерноядные получили возможность в большей степени легче продержаться в течение зимы и вот уже в начале весны. Я предполагаю, что это может благотворно сказаться на количестве гнездящихся вьюрковых в этих окрестностях, здесь неподалеку. Поскольку какое-то количество птиц, возможно, осядет, ориентируясь на такие богатые корма. Тем более, что у вьюрковых такое бывает, что год от года количество гнездящихся пар заметно меняется. Например, года 3 назад у нас появились просянки. Просянки — это такие овсянки незаметные, буро-серые, пестрые. А у нас их не было, потому что у них голос такой специфический. Я бы их наверняка услышал, если бы они были. А потом опять пропали. Потом, например, коноплянки. Бывают такие годы, что я в известных мне биотопах нахожу, например, за сезон, ну скажем, 10, 20, 30 гнезд без специальных поисков, а просто попутно на каких-нибудь там терновых кустиках и так далее. На заборе даже. Коноплянки, они в очень разных местах гнездятся. Могут на постройках человека гнездиться во дворе. Кстати, сейчас начало марта, а коноплянки уже вовсю поют. То есть зима зимой, но можно определить начало календарной весны по песням коноплянок.
Овсянки еще не поют. Хотя вот на пролете, и часть овсянок же зимует, а на пролете достаточно большие стайки тоже вдоль дорог держатся. Вот вчера единственное, почему-то я не видел их на кормящихся семечками на поле. Ну, может, просто еще не разузнали. Да, продолжим мысль, а то я немного отвлекся. Получается, что в отдельные годы я иногда нахожу до десятка и больше гнезд коноплянок, а в другие не нахожу вообще или нахожу одно-два. Не, ну, наверное, таких годов не бывает, чтобы ни одного. Но одно-два буквально коноплянок нахожу гнездо, и то даже, может быть, со специальными поисками. Просто думаю, как же так? То есть отмечаются какие-то вот спады, подъемы и спады. С чечевицами то же самое иногда отмечается. Чечевица — это обязательно перелетная птица, в отличие от тех же овсянок и коноплянок, которые условно птицы перелетные в большей массе, но какая-то часть запросто может зимовать. Если есть открытые участки земли с травяным покровом, с семенами, там могут кормиться зимой и коноплянки, и овсянки. Вот. Но, конечно, это такое не массовое и не частое явление, плюс оно обычно локальное. Там, где полностью снеговой покров все скрывает от птичек семеноядных, там коноплянок и овсянок вы не найдете. Вот поэтому я и предполагаю, что раз в этом году здесь остался подсолнечник, то какая-то часть вот из этих птичек может быть тут в окрестностях загнездится. Это в первую очередь щегол, которого я, к сожалению, еще на гнезде нормально не поснимал. Коноплянка, ну, наверное, и овсянка тоже. Полевые воробьи, конечно, которых и так последние годы довольно много, и это сказывается на том, что регулярно зимой охотятся либо в деревне, либо в окрестностях. Серый сорокопут — это такой хищник, я про него неоднократно рассказывал на канале, в том числе, как вот он насадил на колючку полевого воробья, пойманного в деревне, и трапезничал им. Ну и кроме того, вот даже на этом открытом пространстве, тут рядом-то и лесов толком нет, на этом открытом пространстве охотятся на этих всех воробьиных птиц, вьюрковых, небольшого размера, ястреб-перепелятник. И вчера я его видел, и сегодня спугнул он стайку смешанную. Причем они все вместе держатся. И, зеленушку еще вот забыл сказать. И зеленушки, и овсянки, обыкновенные овсянки, и коноплянки. С ними же полевые воробьи. И самое интересное, даже большие синицы, лазоревки. И даже вот тут были в кустарниках длиннохвостые синицы. Вот, ну, насчет длиннохвостых не знаю, а уж большие синицы и лазоревки наверняка семечки подсолнуха пробовали и ели вовсю. Хотя вот во время съемок вчера в основном были полевые воробьи на этих вот подсолнечниках, зеленушки, красивые зеленушки. Кстати, про зеленушку есть хороший ролик на канале. Коричневый зеленый воробей, что ли, или птичка зеленая, но не воробей. И там не только про зеленушку, но и про некоторые другие виды воробьиных птиц, которые вот небольшого размера и похожи друг на друга в каком-то смысле. Но в чем они точно похожи, так это в своем пристрастии к семенам и, конечно, к подсолнечнику. Продолжу перечень. Щеглы. Очень много щеглов вчера было, целая толпа. Вот они вместе со всей этой ватагой семенами питались. И невероятное, конечно, зрелище, как они все одновременно взлетают. Там одна-две птички какую-то тревогу затрубят, и все взлетели. Потом раз, вернулись. И вот постоянно туда-сюда они летают. Была бы стайка поменьше, такие маневры совершались бы реже. А тут получается, что из сотни птиц обязательно найдется какая-нибудь, которая показалась, что вот где-то хищник пролетел или еще что-то в этом духе. Кстати, конечно, я
почти не сомневаюсь, что и мышевидные грызуны получили прекрасный корм. И как следствие, опять тот же серый сорокопут, он же не только птичек ловит, а зимой-то даже, наверное, не то, чтобы специализируется на них, а больше, может, ловит все-таки и грызунов. Серого сорокопута тоже видел, охотился вдоль поля. В стороне, кстати, от воробьиных птиц, значит, я предполагаю, что он занимался мышевидными грызунами. Ну и землеройку тоже при случае серый сорокопут поймает и съест. И, конечно, зимняк. Конюк-зимняк, который обычно отмечается на осеннем и весеннем пролете, либо вот задерживается в тех местах на зимовку, где есть грызуны. И судя по тому, что я в одном и том же месте, на одном и том же дереве видел вчера и сегодня зимняка, то я предполагаю, вот он тут тоже находит себе пропитание в виде мышевидных грызунов. Полевок каких-нибудь, наверное, в первую очередь, может быть, и мышей. Ну, полевки уж точно, вот так называемая группа серых полевок, там есть ряд видов друг на друга похожих мышевидных грызунов, которые в полях держатся, и у них еще они отличаются от мышей, то что у них хвост коротенький у полевок. У мышей он длинный, хвостик он практически длиннее, чем длина тела, а у полевок он прям гораздо короче. Ну и еще они такие округлые, пухленькие, мордочка коротенькая. Вот это все замечательная пища для охотников пернатых типа зимняка. Кстати, иногда ведь зимует и не только зимняк из конюков, но и обыкновенный конюк может зимовать. Вот в том числе в Москве такое случается. У меня даже как-то на сале отмечался конюк обыкновенный в Москве, на приваде. Да, ну вернемся к нашим маленьким птичкам, которые благодаря оставшимся подсолнечникам здесь держатся сотнями и тысячами особей. Все вместе, разные виды, щеглы, зеленушки, коноплянки, полевые воробьи, овсянки обыкновенные. Я надеюсь, что их будет летом больше в округе. Вот проверим. Осмотрю здесь близлежащие заросли терна, а больше-то им и гнездиться негде. Ну, овсянка, конечно, гнездится на земле. Ее гнездо найти довольно сложно, и я, честно говоря, очень давно уже не находил. Хотелось бы поснимать ее уже в новом качестве с новым оборудованием, потому что у меня съемки только больше 10-летней давности на гнезде обыкновенной овсянки. Но, тем не менее, каждый год я пытаюсь заново что-то отыскать, чтобы запечатлеть, узнать что-то новое и рассказать на своем канале. Я надеюсь, вам понравился этот репортаж, друзья. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра.